Привет, мой друг. Мы в республике Саха-Якутия, город Якутск, площадь Дружбы. Наша компания уже на протяжении 10 лет поставляет в республику строительные материалы. И мы прилетели сюда в этот раз с целью рассказать вам, друзья, каково строить в республике и каково это строить минус 50! И первый герой представитель строительной отрасли, директор компании «Нитстрой» Герман Николаевич. Поехали! Легко работать. От профессионализма, конечно, все зависит. А у вас конкурентное поле или вы все-таки партнеры между другими строительными компаниями? Я люблю работать. Ну и еще хотелось бы построить школу. Ну и любить жизнь что-то. Камера, мотор. Так, ну что, будем знакомиться? Алексей. Герман. Очень приятно, Герман. Мы приехали в республику Саха-Якутия. Герман – представитель строительной отрасли. Герман, расскажи вкратце, чем занимается компания, как она давно существует? Компания с 2019 года существует. До этого мы занимались энергосбережением, котельное хозяйство. Ну, в бизнесе примерно 2009 года. С другом моим, Димой Ивановым, вот, вместе начали и до сих пор вместе работаем. С 2019 года вошли в отрасль строительства. Уже за 3-4 года построили 4 дома, уже введенные, и 5-й строим в Покровске. Итак, мы доехали до города Покровск. На строительном объекте находимся компания «Нитстрой». Программа переселения. Сейчас за бортом минус 30. Обратите внимание, монтажники выполняют свою работу. Кран крутится, работа не останавливается. В республике строительный сезон очень короткий. Задача у ребят сдать этот дом уже в этом году. Соответственно, строительство не будет останавливаться при минус 40, и при минус 50 градусах. Но контур уже закрыт, отопление уже дали. Сейчас закрывают крышу, и все материалы тоже уже закуплены. Потому что шансов их привезти сюда до 20 декабря не будет. Лена замерзнет, и тогда появится зимняя переправа. 10 декабря открывается 5-тонные, 20 декабря 10-тонные. Где-то либо в конце декабря, либо в начале января уже для полноценных фур открывается переправа через Лену. Партнер Дмитрий, да, зовут? Да. Как так случилось, что просто что вы стали партнерами и насколько тяжело работать с партнером? Легко работать. Если вдвоем, то нагрузка разделяется, ну и интереснее. Как говорится, один поле не воин. Я сам более реализатор, сказать. Он идейник. Идейный Вот. вдохновитель. Да, и как-то вот это все сложилось, и начали работать. То есть он придумывает идею, тебе разгребать приходится, да? Не разгребает. Конечно, все вместе реализуем. Но, как сказать, я люблю работать. Кто любит работать, и если есть идея хорошая, вот это, чтобы воплотить, потом ощутить это то чувство, которое не передается. Согласен. Я как предприниматель тебя очень хорошо понимаю. Вот работа строителя, вот я так наблюдал за тобой, она связана с постоянным телефоном, тебе кто-то звонит, что-то постоянно спрашивает. Для тебя это стресс? Не, привыкаешь. Уже привык? Но вообще как-то переживаешь, ну, как ты расслабляешься? Ну, охота это понятно. Какие еще способы? Мы же не можем на выходные каждый раз на охоту ездить. Как ты отдыхаешь? Ну, максимально с семьей пытаюсь отдохнуть, так как с семьей практически не видишься. Каждый день утром 8-7 уходишь с дома. Они спят, да? Да, они спят. Приезжаешь часам, ну, скажем, 9-10. И там часик с детишками поиграл, и все, уже спать. И поэтому в выходные стараюсь с семьей куда-нибудь съездить. А куда ездить с семьей? С семьей. Ну, когда теплое время, в природу постоянно ходим. Кинотеатр, длинные вот промежутки, каникулы, например, куда-нибудь съездим, там, Новосибирск, там. По России, да? Да, по России. Или же в деревне у себя. Так, в основном,
Максимально с семьей. С семьей? Ну, здорово, здорово. Я просто видел у вас покер. Играете? Ну, не так уж азартно, но играем. Ну, сами. Коллективом собираетесь, да? Коллективом То есть это некоторый тимбилдинг в компании. Ну, покер такое тоже адреналин выходит, да. Интеллектуальная игра плюс адреналин. Да, здорово. Вот вы сейчас, то есть сначала энергосберегающим, я правильно понял, да, оборотом занимались. Сейчас вы занимаетесь строительством. Какие у вас планы по развитию компании, куда вы хотите прийти? Ну, хотим, во-первых, построить дом, многоэтажку в городе, многоэтажный дом. Ищем везде, повсюду земельный участок. Ну, и еще хотелось бы построить школу. Для этого готовимся тоже. Чтобы зайти в школу, там надо быть. То есть у СГЗ требования какие-то компании есть особенные, да, что школу можно было строить? Ну, там требования большие, чтобы школу построить. Банковская гарантия, там опыт очень большой требуется. Угу. Кстати, возвращаясь к финансированию вообще, которое есть сегодня, в которых реалиях мы живем, тут недавно слышал, что у нас до 15% подняли ключевую ставку. Угу. Как в этих реалиях удается, то есть, правильно ли я понимаю, же у нас идет финансирование по мере закрытия, то есть и денег, наверное, не всегда хватает. Вы кредитуетесь в банках или это закрытая история? А так, все равно кредитуемся, конечно. Угу. Все фирмы, я думаю, сейчас без кредита не работают. Ну, мы как торговая организация, если честно, это сильно чувствуем, потому что у нас очень маленькая наценка, и когда, к примеру, ну, как есть, нам, к примеру, задерживают оплату, у нас вся рушится бизнес-модель. Потому что там с рентабельностью, к примеру, в 7%, когда ты работаешь, и у тебя деньги задерживают там на 9 месяцев, на год иногда. То есть у нас все съедается банками, и мы все отдаем в банк. И получается со ставкой 15 нам уже, 15, по факту 24. А так одной отраслью только занимаетесь, да? Нет, мы продажи? Нет, мы занимаемся у нас несколько отраслей. Мы бывшие вообще строители сами. Из строительной отрасли пришли, потом инженерными коммуникациями занимаемся. А вот эти издержки другой фирмы не закрываете? Перекрываем, конечно. А у вас конкурентное поле или вы все-таки партнеры между другими строительными компаниями? Ну, всегда есть спортивный интерес, конечно, но у нас условия не позволяют вот так сильно конкурировать. То все-таки помогаете? Да, друг друга всегда помогаем, хоть в одном поселке строимся, но если у него что-то не хватает, у меня что-то, друг друга всегда поддерживаем. Для развития республики все равно надо конкурировать. Добрая конкуренция, что ли, как сказать? Здоровая конкуренция. Ну да, друзья, минус 50, наверное, это у вас вообще, в принципе, в крови. Также, наверное, вот такая душевная, настоящая доброта, она осталась и сейчас отражается чуть на бизнесе. Не как в Москву прилетишь, там каждый, мне кажется, предприниматель друг другу волк. Они прям там, наверное, вот так вот. Тут как-то какая-то она более добрая конкуренция. Ты звонишь периодически, вот даже мы как поставщики кому-то привозим материал, и бывает такое, что два конкурирующих субъекта заказывают одну машину, чтобы сэкономить, ну и привезти вместе. Да. По-моему, это очень круто. Итак, друзья, давайте расскажу вам особенности жизни в республике, где зимой температура достигает минус 55 градусов. Знакомьтесь, это гараж Наташа. Он переносной гараж, утеплитель, специальная труба, чтобы машина отходила угарные газы и вода. Короче, тебе нужно куда-то ехать, только собираешься, чпок, ее снял, засунул и поехал, и нормально. У всех автолюбителей есть обязательно автопрогрев. И вот без Наташи минус 50 у тебя машина через 20 минут, 15 уже просто встает колом, замерзает. С Наташей за ночь, ну, 2-3 раза она заводится. В общем, благодаря Наташе машина находится в тепле и заводится гораздо реже, нежели чем без нее. Теперь пойдем покажу еще особенность. Это наш рабочий бусик. ОТК Групп. Двойное лобовое стекло. Для чего оно делает? То есть есть обычное стекло. Вот подойди поближе, покажу. Прилепляется еще одно лобовое стекло. И получается, что, ну,
как стеклопакет у нас дома. То есть он двойной, и тем самым меньше холода проникает в салон, и оно меньше запотевает. Есть такой нюанс, что переносные гаражи Наташа подписывают вот номер машины. Давайте просто в комментариях напишем ваше мнение. А для чего подписывают эти гаражи? Как вы думаете? Герман, очень интересно поговорить про команду. Какой принцип набора команды? Ну, по-разному. От профессионализма, конечно, все зависит. Если человек опытный профессионал своего дела, это, как говорится, с радостью забираем. У нас же у строителей как, сразу все видно. Ты хоть там неделю поработал человек, даже 3 дня поработал, сразу видно. Ты же строишь, и вот это все наглядное же, ощутимое все. Системная работа же. Если кто-то хромает, сразу видно, снабженцы останавливаются, другие вот отделы останавливаются. А есть вообще сейчас чувствуется сложность какая-то с персоналом после прошлогодних событий? Много, по крайней мере у нас, я делюсь своей болью, у нас из отрасли, у нас в Новосибирске из строительства очень много ушло на передовую. И откровенно нехватка линейных Есть такое. Как вы боретесь с этим? Или не боретесь, просто как приняли как дань? Ну, у нас команда сформирована уже до этого, поэтому такой именно нехватка людей, которые делают руками все. Именно плотников нету, да. Линейный персонал. Да, хороших сантехников нету. Все стали этими экономистами, финансистами. Все математику хорошо, да, считают? Да. Поэтому офисных, ладно, работ там узкого профиля, да, специалистов не хватает. Ну да, такая же проблема. Как вы ее решаете? Ну, ищем, в селах ищем, обучаем их. Опа, у вас есть обучение. Да. А как вы учите их? У вас принцип наставничества или есть какая-то школа, может быть? Ну, до этого мы с институтами работали, с ПТУ работали. Ну, обговариваешь там, выпускников принимаешь себе на практику. В основном в объявлениях, да, вот, которые подают объявления, там у них опыта нет, из-за этого другие фирмы не берут. А я всегда беру и пробую его, обучаю. Потенциал раскрываешь. Возвращаясь к нашему обучению, да, вы сказали, что с техникум берете, с институтов. Какой специалист выходит сегодня с техникума? Насколько он готов реально к работе? Или компания до сих пор должна вкладывать в него время и деньги, чтобы из него получить, сантехника даже хотя бы? Ну, 50 на 50 там все равно. С 5 там 2 очень хорошо умеют свое дело. Хочу сказать тебе большое спасибо, что выделил в своем плотнейшем графике нам время на общение, на разговор. Я думаю, что это будет полезно посмотреть как молодым ребятам, так и твоим партнерам в отрасли. Какой вы совет хотите дать ребятам, кто вот сейчас учится, вот непосредственно у нас, может быть, молодые ребята из республики будут смотреть, кто сейчас в институте, либо в техникуме учится, и вот он хочет выйти из учебного учреждения и быть востребованным, и не просто востребованным, а хорошо зарабатывать. Какой совет? Не лениться. Работать надо, не лениться, работать над собой. И не стесняться, наверное. Когда надо говорить, надо высказать свою точку зрения отстаивать. Да, точку зрения отстаивать. Цель себе поставить. И вот за эту цель потихонечку, шагочками надо идти туда. И самообразование. Ну и любить жизнь что-то. Кайфовать. Работа должна быть в кайф, друзья. Если тебе работа не приносит кайф, это не твоя работа. И ерундой не надо заниматься. Это что такое? Полднями на сотовом вот сидят, не хотят работать. Поняли, да? Какого строить минус 50? Минус 50 экстремально, интересно и затратно.